Всем привет! Хочу сегодня рассказать о своих ароматах от бренда Yves Rocher. Недавно я купила 3 таких миниатюрки. Вот они в коробочках. 3 такие ароматика. Один из них вообще уже снятость и редкость. И когда я его увидела, я сразу поняла, что его точно надо взять. Стоил там недорого, что-то по 50 рублей мне обошлись они. Все 3 по 50. Это Neo Natura Shuffle называется. Это у меня Soy Elixir Eau de Parfum. Это Vanille Noir Secret Essence Eau de Parfum. И еще у меня раньше была миниатюрка, тоже это Soy Elixir Purple. Тут чуть-чуть осталось, буквально на донышке. И еще последний аромат, это винтажная миниатюра, это Кантата. Вот этот аромат уже тоже не производится. Ну и один у меня еще есть в пробнике, я тоже о нем так несколько слов упомяну. Ну, в общем, хочу описать эти ароматы, что я о них думаю, как я их ощущаю. И начнем с сладких ароматов. Вот эти соэликсиры. Что хочу сказать про соэликсиры. Вот этот первый соэликсир, он аромат такой очень... Ну, первое, что приходит в голову, сладкий аромат. В нем есть определенная дымность. Так, соэликсир. Это алкогольные ноты, я отметила, вино или коньяк, бальзамичность. В нотах присутствует ладан, вот какой-то дымок, смолы. Вот это ладан, видимо, все-таки слышится здесь, да, если так вот глубоко вдохнуть, то ощущается вот эта какая-то дымность, смолистость его. То есть это не просто такая банальная сладость, это что-то интересное. Также цветы, это жасмин, пачули здесь есть. Я не знаю, пачули это цветы или это растение просто. В общем, он алкогольный, дымчатый, цветочный, сладкий. Но в нем есть кислинка определенная. Это что-то, возможно, цитрусовое. В нотах есть, я подсмотрела на фрагрантике, в нотах есть бергамот, по-моему. Это же цитрусовые. Вот, видимо, вот это вот бергамот дает, в общем, цитрусы. Дает кислинку, хотя она похожа больше на ноту винограда. Если честно, больше похожа на виноград. То, что приходит в голову, да, отсюда и вот эта винность, коньячность, алкогольные ноты. Вот это сочетание, видимо, вот этой кислинки с дымностью создает такую вот алкогольную ноту. В общем, это такой кисло-сладкий, дымный, смолистый аромат. Это то, что я ощущаю. Soy Elixir Purple, ну, это немножко другая история, но они очень похожи, мне кажется. Вот как на мне, на мой нос, они очень похожи. Сразу я даже как-то вообще думала, что это буквально совсем почти одно и то же. Не могла понять, в чем там отличие. Потом я рассмотрела, разнюхала, что Purple, он немножко такой имеет какую-то пронзительную такую нотку. Звучит более, кто-то считает, что более сладко, кто-то, как на меня, вот я бы назвала это как более звонко, как-то он звучит. Вот первый соэликсир более такой вот, такой бархатистый, обволакивающий, а Purple, он немного такой более экспрессивный, что ли, такой. Вот так вот, как-то как фейерверк. Немножко представляется мне картина. Немножко такой более вот так. А соэликсир более такой округлый. Очень похоже тоже. Возможно, тут больше вот этой кислинки, виноградности.
или цитрусовости, чего-то здесь такого вот, больше такого вот чего-то пронзительного. Черная ваниль. Ваниль нуар, тоже, по-моему, уже это снят тоже аромат. И тоже такая миниатюрка уже БУ, немножко начатая, не досталась. Раньше у меня когда-то был, вернее у мамы был когда-то, тоже была миниатюрка. Я помню, что ну, тогда это считалось фу, сладко, липко, неприятно. Тогда были в моде свежие ароматы. Сейчас, конечно, мне нравится. Он, кстати, такой, мне кажется, очень стойкий. Я как-то нанесла на руку, и долго он у меня держался. Эти уже вот свои эликсиры испарились, а вот этот черная ваниль еще ну, подольше продолжала звучать. Ну, это, конечно, более такой моноаромат, наверное, как я его вижу. Немножко он моно-ванильный. Но интересный. Ваниль такая холодная. Я не знаю, это какая, не кондитерская, что ли, считается. Такая прохладная ваниль. Ну, как бы про него больше, наверное, мне нечего сказать. Что еще можно добавить? Ну, приятный, в общем, мне нравится. Я бы носила его, если бы у меня так побольше бы было. Ну, как-то видела, флакон 50 мл продавался, но что-то мне за 1500 его как-то не захотелось покупать. Думаю, ну, как-то у меня хватает чем пользоваться. Ну, и в Роше как-то решила не брать, в общем. Так, Неонатура. Неонатура, это просто, конечно, вызвало у меня такое удивление. Этот аромат вызвал. Я вообще не знала его никогда. И такой флакончик интересной в форме камешка. Вот он, вот эта форма очень соответствует содержанию, так как он у нас такой не сладкий. То, что я отмечала для себя, не сладкий. Запах песка, ветра, пляжа, вот очень природный аромат, вот берег моря, какой-то морской бриз. Вот такие вот моменты природы вспоминаются, да. Он амбровый, и вот амбра дает ему вот эту природность. Он очень прохладный и не сладкий, я уже сказала. Вообще в нем нет, наверное, намека на сладость. Ну, я не ощущаю. Но он и не свежак. Это не банальный какой-то свежак. В общем, интересно. Это нужно, наверное, ощутить. Ну, что касается, ну, в какую сторону, да, вот он. Что-то мне напомнило вот в сторону Дюны Dior. В плане вот этой амбровости, природности. Но Дюна более сладкая. Здесь он, этот аромат больше как бы вот в сухие травы уходит. Напоминает сухие травы где-то на берегу моря или недалеко от моря, вот степь, вот этот степной воздух. Его трудно разложить на ноты, он звучит монолитно для меня. Просто как свежий ветер, как воздух у моря в прохладный день. Не в жару, конечно, не в летнюю зной, а вот в какое-то прохладное время года, осень, весна. Вот это вот такой вот, какая-то земляная нота в нем есть. Вот что-то вот такое. Земля, песок, камни, вот это вот все. Очень необычно звучит. Ну, вот я же говорю, в сторону Дюны что-то есть. Вот Дюна, она тоже такая амбровая, такая вот, но она чуть более такая вот в сладкую сторону уходит. И еще какие есть еще такие ароматы. Вот я слышала, что он похож чем-то на Кристалл Нуар от Versace. Но я, честно, его не тестила ни разу, не пробовала. Не могу сказать, похож или нет. Вот, может быть, вы мне скажете, у кого. Хотя это надо иметь оба эти аромата, чтобы сказать. Поэтому вряд ли вы мне скажете. Надо почитать, кстати, отзывы об этом черном кристалле. Может, там что-то будет
Мне казалось, это какой-то сладкий аромат, и мне казалось, это вообще абсолютно что-то не то. Ну, вот такое я услышала, что якобы ну, вот чем-то похоже на вот это. Ну, а больше я даже не знаю, с чем сравнить. Ну, кстати, наверное, вот сейчас скажу пару слов. У меня есть пробник, ну, как пробник от Левантик, Ив Роше Амбровая вуаль. Это из вот этой вот серии, как черная ваниль, из этой серии Secret Essence. Был аромат такой амбровая вуаль, вуаль d'ambre назывался. И вот там тоже, вот он тоже мне чем-то вот дюну напоминал, и, возможно, это будет вот что-то сходное, ну, хотя там больше какой-то он специевый, он более такой, не такой он свежий, вот он все-таки более будет насыщенный, специевый. В общем, наверное, все-таки не то будет, но тот аромат мне тоже очень-очень нравится. Вот своей вот этой природностью, тоже амбровостью, тоже классный аромат. Ну и последний аромат, которым я скажу, это Кантата, это сладкая роза. Ну, он в стиле ретро звучит, возможно, да, это же уже снятый аромат. Да, в нем есть, конечно, ретровость вот эта, роза тут сладкая, такая помадность есть какая-то, да, как вот старые помады пахли. Или какая-то вот эта косметичка прошлых лет. Запах вот этой старинной косметики. Ну, приятный, мне тоже он нравится. В конце лета, в августе, в сентябре люблю им пользоваться. Такая насыщенная роза, прям такая алая. Ну, тоже тут, по-моему, много разных нот, но тут слышится, конечно, больше всего роза. Вот, это, в общем, все мои миниатюры от Ив Роше. Больше как-то ничего мне не удавалось нигде найти. Вот хожу на барахолку каждые выходные и вот высматриваю, что там, вот, возможно, кто-то еще что-то вынесет такое. И в Роше как бы это оно недорого в основном стоит, если какие-то начатые флакончики. Или вот эти вообще по 50 рублей, это вообще считаю за даром практически. Ну, чтобы ознакомиться с ароматом, мне достаточно. Я их купила не для того, чтобы там поливаться и пользоваться ими. Просто купила для ознакомления с ароматами, для того, чтобы составить свое мнение о бренде вообще. Вот. Поэтому я люблю вот это все как-то сравнивать, исследовать. Вот что-то такое, вот чисто такой вот интерес исследователя. Коробка даже пахнет, тут стойкость у них неплохая. Тут даже коробка пахнет. И вот это тоже прям так делаю и слышу этот соленый такой запах. Это соленый аромат, неонатура. В нем есть нота соли тоже вот так ощущается. Хотя в нотах этого нет, но прям это ощущается. Я его даже сравнивала с этим Олимпией от Пако Рабан. И Олимпия, конечно, жутко сладкая, она вообще в другую степь уходит, но вот эта нота соли, тут мне показалось, что пересекается она вот этой соленой ноткой. Но здесь, конечно, свежая такая соленость, а там сладкая. Вот, ну это все, что я хочу сказать на сегодня. Прощаюсь до следующих видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, кому понравилось. Будем обсуждать с вами ароматы. Есть у меня видео на канале там о моих от Левантиках, есть о весенних ароматах. Смотрите, кому интересно. В общем, все. Пока-пока.